Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зубы. Сегодня будем играть за Быка-Бака, будем играть на нем с Бицухой, да. Сегодня будем тащить, нагибать, но перед этим, ребят, хотел бы сообщить о изменениях в клане. Да, сейчас просто вот эта фигня уберется из-за того, что мне кто-то кинул приголос. Итак, что по клану? Клану надо расти, клану надо развиваться вместе с игрой. Большинство игроков в клане уже превысили 20 тысяч кубков, поэтому решили, что надо изменять значение в клане. То есть клан пока что будет от 15 тысяч кубков вход. Ну, я имею в виду заявки кидаться. Но для игроков, которые хотят, опять же, попасть в основной клан, попасть, ну, поиграть со мной или с кем-то другими игроками хорошими поиграть, вам нужно будет, ну, точнее, у вас будет возможность вступить в академию. Академия будет называться Pixel Cadets. Я продублирую название в описании, чтобы вы могли посмотреть, как оно пишется, и вступить. Первые 2 дня с записи этого видео, выхода, точнее, этого видео, будет лимит на 1500 кубков, ну а дальше уже 10 тысяч кубков, и в дальнейшем вы сможете перейти в основной клан. Такие вот дела, если вкратце, просто не хотелось на это акцентировать внимание. Сейчас у нас, кстати, идет акция по поводу открытия новых же сундуков, которые у нас вышли, да, которые я вчера открывал, показывал. Так, стоп, а что это было? Копилка, наверное, да? Или мне показалось? Да, копилка была. В общем, ладно, возвращаемся к сундукам. Итак, в общем, сундуки, как вы понимаете, за деньги, да. Причем стоят они так же, как черный ящик. Ну, это немножко странно, но они дают, опять же, уникальный предмет, правда, шансом 5%. Мне вот тогда нереально повезло, когда в первом сундуке я получил целых 4 уникальных предмета. Это, представьте, 5% сработали, 4 же. Ну, в общем, не очень это выгодно с точки зрения того, что черный ящик дает, как по мне, больше. И жетоны он дает огромное количество, и монет огромное количество. Но тут у нас как бы выпадают предметы. Поэтому, кто хочет предметы залутать... Я что-то думал, что они будут за гемы. Ну, думал, что не сделают. Думал, сделают еще какой-то ящик, но... Разрабы есть разрабы, поэтому такие вот дела. Там еще, кстати, акции идут дополнительные на персонажа прекрасного. По поводу ивента, ну, чё. Закрыл я, не тот ивент закрыл. Так, возвращаемся. У нас еще акция сброс идет, кстати, не забудьте, кому надо подкрывать. В общем, 35 очков, в принципе, что и ожидаемо, но я уже не успею никак закрыть, это невозможно. Такие дела. Ладно, все, погнали в командные бои. Играю без дефибриллятора, я решил так сыграть. То есть максимальная возможность у Бака тащить. Попробуем без дефибриллятора, не знаю, будет это эффективно или нет. Конечно, с нубасиками на 1000, там, какой там рейтинг у меня сейчас у Бака, я не знаю. Невысокий, в принципе, это ок. Но с более сильными ребятами, которые на более высоком рейтинге, наверное, придется жертвовать бицухой и брать себе прекрасный предмет в виде дефибриллятора. Да, именно так. Ну, ладно, то дело такое. Лутаем бицуху, нам, в принципе, бицуха пригодится. Бицуха это хорошо, мне, правда, тут иногда были проблемки. Спасибо большое. Видали? Видали? Он понимает, что у меня бицуха и решил меня забустить. Жестко. Это приятно, когда игроки понимают некоторые особенности игры. Кстати, в академии вас будут еще обучать, да? Ребятки там у нас замотивировались, инициативные все дела. И они пообещали, что будут развивать, помогать и все такое. Поэтому обязательно вступайте. В будущем, конечно, количество кубков в основном клане будет подниматься, потому что, ну, уровень игры растет. Игроки растут, все развиваются, поэтому это логично, что нужно так действовать. Такие вот дела. Ну и будем выходить в топчик. Возможно, кстати, в будущем как раз добавят какие-нибудь клановые активности. И это как раз и окупится в плане действий. Я так надеюсь. Поэтому, если что, не расстраивайтесь, ребят, что у вас нет возможности вступить. Прокачайтесь, вступите, все дела. Ничего тут такого прям сверхъестественного нет. Так, ну что, давайте ворвемся в противников, которые здесь от нас уже убежали. Блин, врываюсь с того, кого нет. Нормально. Тактика. Тактика. Да, хотел бы еще на баках здесь сандалиться того, чтобы иметь возможность максимальную подвижность делать на баке, но сами все понимаете. Максимальную подвижность это, конечно, хорошо, но реализовать это будет сложно. Очень сложно. Так, ну я залетаю. Пока что не очень получается. Ну как, получается так-то нормально, да? Даже очень получается нормально. Я тут всех уже шотнул практически. Тут остался один кроль, который убежит сейчас. Фух, нормально. Сойдет. Главное, чтобы сейчас киллы мне достались. О, да, киллы мне как раз и достались. Бицуха у меня самая стандартная, самая первая, 5 уровень. Не прокачанная, но какая есть. Главное, что она дает бусты, и это помогает тащить. Кенгурусик у нас там
Понятно. Ну, что я могу сказать? Гений на кенгуру. Пошел, умер, да? Не быканул, кстати, кролик, заметьте, видите, адекватный кролик. Играет он адекватно, правильно. Но у него нет шансов вообще никаких, потому что, ну, очевидно, я тут задоминирую намного жестче, чем он. Так, акула шотаем. Сейчас до жирафа доберемся, тоже шотнем. Не достаю до Лиски. Слишком подвижные противники. Но не тут-то было. Лиска далеко собралась? Далековато. Так, ладно. Всех мы словили, в принципе, сейчас добьем последнего. Блин, как же он... Вы видели эту дичь? А у меня аптечек нет, сейчас умру. Фух, выжил. Ну, что я мог сказать? Имба. Имба. Надеюсь, сейчас, кстати, будет замесик хороший, который позволит мне реализовать бака на полную. Ну, ивент, опять же, непроходимый, как был, так и остался. Ничего не меняется. Да. Ну, к сожалению, что я могу сказать? Разрабы не хотят менять эти ивенты. Мне там тот паренек, которого запускался ивентику, тот, который называлась, ну, Лабиринт сокровищ, рассказал, что там, в принципе, все прикольно, интересно. Поэтому ждем, надеюсь, это нам когда-нибудь запустят все-таки. Причем, надеюсь, всем запустят, потому что ивент, судя по всему, очень профитный. Уникальные предметы можно достать, кучу гемов, там, сундучки легендарные. Опять же, можно делать бесплатные попытки, можно сделать платные попытки, то есть, ну... По идее, 700 гемов против легендарного сундука это выгодно, да? Ну, легендарный сундук стоит 3000, а вы тратите 700 на попытку. Если там можно будет реально дойти, то это надо будет делать 100%. И лутать и лутать. Опять же, мне кажется, разрабы сейчас будут все это балансировать, потому что, ну, слишком имбово. Прям слишком имбово получается. Ну, если подумать так, бесконечные попытки, да? Допустим. Возможно, они увеличиваться будут в количестве гемов, каждая попытка новая, да? Но это не точно. Это мое предположение такое небольшое. Но вдруг это случится, тогда это прям обузно слишком ивент будет в плане лута. Но опять же, это только такие, знаете, вот интуитивные штуки, ничего не понятно, но хотелось бы, чтобы так было, да? Бобер убежал. А можно не так душить, а? Капец, какие душные, вы посмотрите, а? Какие душные. Да и смотрите, я не могу притянуть, это видите, это дичь. Я, правда, живу как-то на очень тоненького. Ну вот, почему нельзя помочь? Они там все шотные были. Самое обидное то, что две притяжки, которые тыкнул противнику впритык, они не прошли. Вы видели это? Это настолько было обидно, вот не представляете просто, ребят. Ну ладно, мы победили. Фух, вот такой замесик мне нравится. Врываемся, динамичненько, все дела. Парочку киллов я даже заработал, наверное. Так, залутаем еще эту штучку. И погнали. Ну, 4 килла у меня есть. Это буст бицухи вроде... Ну да, еще 3 килла возможно сделать. И тогда будет бицухи будет на максимум. Но это еще сделать нужно. А противника уже не осталось. Они там друг друга тоже поубивали, как вы заметили. Ну ничего, мы сильные. Я думаю, развалим. Плюс, как видели, там бобра есть. Или у кенгуру. У кенгуру вроде были дефибриллятор, поэтому это хорошо. Ну, я пока что не беру дефибриллятор. Потом, когда подниму рейтинг, возможно, возьму. Когда он будет полезен реально. А сейчас, пока он не очень, как бы, ну, неэффективнее тот же бицуху взять и быть таким доминирующим персонажем на карте. Что позволит вытаскивать вот такие вот замесы еще более проще. Особенно в конце, когда набиваешь фрагов заранее. Потом идешь против жестких челиков с бицухой и, ну, изи развал. Опять же, сейчас много игроков. Я имею в виду тех, кто... донатеры, да, они очень сильно обзаведутся всеми предметами. Ну, они и раньше могли обзавестись, но сейчас еще больше. Потому что за счет этих сундуков можно очень жестко повыбивать. Плюс там бонусы, акции всякие завезли. И там акции неплохие, даже очень неплохие. Ну, я имею в виду акции, которые относятся к этим сундукам. Там за открытие сундуков там прям нереально, там что-то черные ящики дают, что-то того. Очень прям жестко все. Я смотрел, мне очень понравилось, конечно. Столько открыть ящиков, это надо постараться. Но я думаю, у нас получится. В скобочках нет. А вот какие-то донатер получится. Ну ладно. Изи затащили, в принципе, ничего сложного. Как вы видите, просто нажимаешь кнопочки и бегаешь. И все умирает. Ну, это 16-й баг, это бицуха. Что тут могло быть еще? Ладно, давайте закончим. На баке через еще один топ-1. Да. Ивенты, кстати, дальше проходить не буду. Подождем следующий.
Я вот точно не знаю время какое, когда запускаются ивенты. Мне кажется, это или 6 часов вечера, или 7, или 8, где-то, а может даже 10. Поэтому лучше вот этот момент всегда смотреть. Обязательно. В эти моменты заходить в игру и просматривать, потому что ивенты пропускать это тяжело, особенно когда они двухдневные. Ну, слишком большое преимущество теряете по времени, и это печально. Так, у нас тут ребята уже убежали, склад разделился, ну, не знаю, может быть, даже не смогу здесь вытащить склад. Потому что здесь противники, я смотрю, жесткие, бегают против нас, да? Вот видите, панда просто мне кидает плюху, хотя я стою фиг знает где. Ну, короче, я уже бежал в этот момент, да? Обидно то, что я сейчас не могу до них дойти. Они за счет этой штуки нормально отыгрывают. Может, я сейчас шотну бака, да, получилось шотнуть, это хорошо. Одна аптечка сейчас у нас будет по итогу. Главное, чтобы мой склад сейчас не умер красиво, как они это любят делать. Так, ну резаем сейчас наших союзников, у кого-то там даже дефибриллятор есть, хорошо. Аптечку лутаем. Отлично, одного словили. Ну, кстати, баг был очевиден, что он там стоял. Я про это знал, он типа тактика. Тактика кустов. Но в этот раз его тактика не затащила, потому что я был более тактичен. Пропустил момент, пропустил. Ну, за Никсом гоняться это бесполезно. Вы сами понимаете, как бы я баг, он Никс. Полезности в этой погоне 0. Ну, давайте погоняемся. Надо было наперед идти, я не ожидал, что он все-таки... Короче, я не видел зону, и поэтому пошел сюда. Надо было идти в обход сюда, вот, и, может быть, я бы словил его. Но что получилось, то получилось. Проблемы у нас сейчас серьезные с аптечками, плюс командная игра очень отстает. Прям капец как отстает командная игра. Это плохо, что меня сейчас ловили. Ну, частично плохо. Не прям на максимум, но частично плохо. Плюс там кенгуру, не кенгуру, этот... забыл, как зовут. Пингвин, вот. Пингвин играется с легендарной гранатой. Это очень сильно дает буст ему. Прям нереально сильно. И поэтому, чтобы мне сейчас хоть что-то сделать, нужно постараться. Пойдем сейчас через воду. Словлю я... А, словил. Видали, как словил Равика? Офигеть. Ну и все. Там пингвина, получается, не знаю, что с ним случилось, куда он делся, а вон он. Тут, наверное, его другой сквад в спину пришел, зажал, и поэтому пингвин откатился так легко. А, это наш акул был, а я думал, это противник. Ладно, давайте обойдем пингвина в спину, чтобы ему не было так легко все. Так, нивелируем хотя бы один на урон. Ну и добьем пингвина. Чё он? Фух, ну, затащили, чё. Ну, это было очевидно. Хотя, опять же, некоторые моменты, когда пингвин очень жестко себя показывал, когда был замес, он мог вытащить. Но он не вытащил. Кстати, я успел... Вы видели? Вы это видели? Никса отжал аптечку. Без регистрации СМС. Это случилось впервые в жизни. Капец. Это возможно. У Никса отжать аптечку возможно. Жесть. Никогда бы в это не поверил, пока своими глазами не увидел. Ник, кстати, с бинтом играет. Интересно, зуб вампира у него... А, кост. Гений с косточкой. Зачем зубы вампира, если есть косточка, да? Зачем зубы вампира, если есть косточка? Логично. Чё? Ну что, максимально логичные у нас тут противники, союзники. Так, Джейдж куда-то убегает. Я не успею за ней. Хотя, смотрите, гранатка там как раз под нее разорвалась, возможно, и зацепил. Не зацепил, 8 фрагов как было, так и осталось. Ну, в принципе, это хорошо, я считаю. Изи победки. Ну, баг на геймпад за счет уровня. Хотя тут был, опять же, Равик жесткий, пингвин жесткий. По крайней мере, по уровню, там, по игры и по уровню персонажа. Но они не смогли затащить, хотя, блин, Рави мог мне ее так-то и вынести. Очень легко. Но он выбрал неправильную позицию, неправильный тайминг и поплатился за это. Вот такой вот сегодня баг, ребят. Вступайте в кланы, не забудьте, я там все продублирую в описании к видео. На все, если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.